Здравствуйте. Продолжим наше увлекательное занятие по соплеслюдинг-пузырению. Имеется такая коробка. Ganza Tools Nothing Impossible. И здесь у нас примечательная надпись G301 Made in China. Все такое. То есть герой нашего рассказа находится в этом чехольчике. Тут еще с ним какие-то ганзовские прибамбахи идут. Видимо, объясняется, что куда пихать и для чего. Поставляется в таком чехольчике, качественном. Можно на пояс надевать как вертикально, так и горизонтально. Все нормально. На блямбе тоже надпись Ganza. Вот он, наш друг. Итак, выглядим мы так. То есть я сейчас практически только им пользуюсь для чего-нибудь делания с ножами. То есть видим плоскогубцы какого типа. Все четко подогнано. Пружиночка имеется в виду. Ganza Tools. Вот этот вот клещ, типа отрезной механизм. Они как ножницы сделаны. Такие, к концу сужаются плоскогубцы. Нормально. То есть в руке зашибись. Ну, немножечко, правда, вот эти вот насечки руку колбасят. Ну, пережить можно. То есть механика у него вообще на ура. В старых версиях Ganza были вот эти вот осевые винты, но без торксов. Сейчас они сделали торксы, то есть это делать теперь можно вообще без проблем, все разбирать нормально. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть однорукое открывание пилы. Пила такая агрессивная, говорят, на лидермановскую похоже. Но самый главный прикол в этом инструменте, что у него есть замок запирания. Ну, как Axis. Axis похож, я не знаю, как это называется. То есть жестко крепится все и складывается. То есть это у нас пила. Доступ к инструментам в сложном состоянии. Это у нас считается... Что это у нас считается? Какой-то полунож, полу-что-то. Нитку какую-то продевать можно. Ну, типа шила. Какая-то такая непонятная штука. Так. Это у нас практически самый главный инструмент здесь. Потому как в наборе с ним идет вот такой вот набор бит с переходником. Все сидит, блин, очень жестко. Ну, давай, вылазь. Вот имеется квадратное отверстие. Вставили магнитик. Все хорошо. Ну и набор бит. Шестигранники, плоские и крестовые отвертки. То есть, как обычно, вставляем биту
Имеется небольшой люфт. Его надо выбирать, а потом уже как бы работать. Но я уже рассказывал, как я Инрон разбирал этой штукой. То есть она выдержала все, что можно и что нельзя. Поэтому обалденная вещь. То есть у нас тут карманчик еще есть вторичный внутри первого. Вот. Что у нас тут еще есть? Ага, имеется серейтор. Такой себе агрессивный, мощнявенький. То есть веревочки порежем и всякие разные канатики без напряга. Так, вторая сторона. Что тут у нас? Ножичек. Обычный плейновый ножичек, двусторонний. Ну, где-то середина от обуха. Что там, кстати, заточку не проверял еще. Хрен, не режет он. Ага, точить надо. В общем, не режет. Ну, что-то он может, ну, короче, это не режет, по моему мнению. Это так. Что-то непонятное. В общем, надо точить. Так. Сие у нас олицетворяет собой какую-то открывашку, видимо. И устройство для, не знаю, задира, наверное, оплетки или чего совмещенно. Но этой открывашкой пользоваться, я извиняюсь. Себе же хуже. О, еще есть вот такое вот супер устройство. Выдвижное кольцо для темляка. Ну, может, кому-то и пригодится. Так, это у нас мелкая отвертка. И ничего более. Зачем она тут надо? Вопрос. Еще тот. Так, что у нас осталось? У нас осталось тут... Что это? Ножницы. Ножницы. Сейчас проверим ножницы. О, а ножницы... Режут вообще изумительно. Изумительно режут ножницы. Удобно. То есть приятная пружина такая. Все с ними хорошо. Такой у нас Ганза-Тул. Был еще 301Б, ну, в черном варианте. Я его что-то не восхотел, потому как чую, что он облезет очень быстро. А этот девайс очень даже пригодится где-нибудь. Но только не в электрощитовой. Не знаю, на рыбалке где-нибудь что-нибудь. На природе что-нибудь там, не знаю, подремонтировать по-быстренькому. Очень приятная. Ход и механика тут вся такая плавненькая. Все такое. То есть ничего друг за другом не тянется, когда достаешь инструменты. Ну, сами видите. Все достается по одной штуке. По одному. Вот этот попытался что-то сделать, но, видать, еще не приработался. Ну, то есть изумительно. Единственное, что мне не нравится, как видел очень много мультитулов. Про швейцарца речь не идет, а именно мультитулы.
Так вот, в мультитулах, вот в большинстве случаев, ну как бы не в 100% случаев, нету одного очень нужного устройства, которое присутствует практически всегда, практически на любом швейцарском ноже. Ну, догадайтесь с 3 попыток, что это. А что это? Это, конечно же, штопор. Вот что, блин, мешает вот убрать вот эту вот непонятную хрень, которая вообще никуда не уперлась. И вот это вот кольцо, к примеру, и поставить сюда штопор. Но я был бы рад, честно говоря. Кстати, видим, да, что можно их вот так вот выкладывать. Второй инструмент. То есть у нас кольцо вообще не крепится. То есть их можно раскладывать, раскладывать. В итоге крепится каждый следующий. Становится на стопор. Можно вообще все подоставать. И все будут стоять себе. И стоять. И не отсвечивать. И никто никуда не уйдет. Как-то так это страшно выглядит. В собранном виде, в разобранном. И вот так все просто собирается. Ну, то есть я считаю, что это очень качественный мультитул. Тут сказано, что сталь 440C. Почему-то я верю в этом. Ну, хотя бы что-то похожее. Ну, по качеству, по... То есть ничего нигде вот так вот не гремит, никуда не люфтит, ничего. Вот, ну, прям удобнейшая вещь. Качественно собранная. Я не знаю. По сравнению с другими китайцами, которые я видел, это прям тот же вот мини-грипп по сравнению, не знаю, с чем там. С Коламбией, с какой-нибудь там. То есть мне очень нравится этот ганзоид наш G301. То есть наконец-то люди догадались, что нужна система запирания, что когда пытаешься силовые работы какие-то делать, нужно все-таки крепить инструмент, а не так, что он в какой-то момент у тебя ушел куда-то. Молодцы. Ну, понимаю, что у Лидермана слизано, но тем не менее реализовали очень хорошо. Вот, ребята, рекомендую такую штуку приобрести. Дешево, сердито и качественно. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.